Это согреться надо после мороза. Сколько можно, да. Натуральный, между прочим. Натурально согреваемся очень. 25-й. 2025 год. И что он нам несет? Да, что же нам принесет 2025 год? Это год Марса. Как это понять? Нужно сложить все цифры года. 2 плюс 0 плюс 2 плюс 5. В сумме это будет 9. 9 это число Марса. Почему тогда, скажешь ты? Алена придумала, что 9 это молодец, число... ты придумала. Да, что это 9. Откуда ты это взяла? Откуда ты это взяла? Да, было 5 стихий, да, было 5 элементов, да, а тут было 7 чакр, и тут 9 планет. Да, потому что 7 чакр, понятно, мы прошлись по дням недели, да, 7 дней недели, каждый день недели отвечает определенная планета, определенные цвета, да, на них влияют, то, как мы одеваемся. Но есть еще 2 планеты, это Раху и Кету, которые как бы была это одна разделенная Раху и Кету, и они как бы такие, знаешь, как экваторы в этом 9-летнем цикле. То есть они находятся, и они тоже такие очень важные для человека и показывают, когда он в этом цикле, как он проживает, на правильном ли жизненном пути, ту ли тропу они выбрали. Но начнем все по порядку. Все проявления в природе цикличны, да, мы это знаем. То есть есть день, ночь, зима, весна, лето, осень, как бы, все это понятно, циклы, да, такими проходят. И женщины лучше всего это на самом деле чувствуют, и поэтому она как бы и ближе, да, к природе, чем мужчина. И вообще Земля, планета, она женского рода, богини все, Шакти, Лакшми, все женщины, понимаешь, поэтому от нас очень многое зависит. Мы недооцениваем свои силы, свой потенциал и мало себя хвалим и благодарим. Вот. И циклы есть и на таком как бы грубом, конечно, материальном плане, и на тонком энергетическом плане, то есть как бы, да, на физическом плане, на энергетическом плане. И оно, конечно же, друг на друга это все влияет. Тонкое на грубое, грубое на тонкое, это как, знаешь, внутреннее влияет на внешнее, а внешнее на внутреннее. То есть как бы оно тоже все взаимосвязано. И не надо исключать одно от другого. Вот. И вся Вселенная такая движется тоже в циклах. И в ведической нумерологии она является одной из такой древнейших наук. И описано в шастрах 9 циклов, то есть 9-летние циклы. Почему? Потому что 9 планет. Первое Солнце, Луна, Юпитер, Раху, 4-й, видишь, такой промежуточный, Меркурий, Венера, Кету, тоже такой, знаешь, между там 8 Сатурн и 9 Марс. Марс это как бы завершающий 9-й цикл. И мы все вместе, вся наша планета Земля пришла к этому завершающему 9-летнему циклу. И да здравствуй, 9-летний цикл. Знаешь, как бы я бы... ты, может, окажешься, потому что ты сейчас узнаешь все об этом, понимаешь? И поэтому ты, как говорится, кто вооружен, кто уже сознанием, тот уже, да, вооружен, потому что и подготовлен. Да, готов и подготовлен. Но у нас был до этого 2024 год. Это был под цифрой 8, это был год кармы. И вся планета, мир, как живой организм, да, получал по заслугам. В моменте как бы была расплата за твою хорошую карму, тебе прилетала. И точно так же в моменте, если ты совершил какое-то такое деяние, тебе тоже прилетало, да? И мы, как отдельные индивидуумы на этой планете, тоже пожинали плоды своих действий, да. Еще, может быть, догоняли с остальных годов, да, потому что не только незнание не освобождает от ответственности, но и если мы в это не верим и такие, ой, мы не знаю, моя хата с краю, да, оно все равно на нас влияет. И хотим мы, не хотим, узнаем мы, не познаем, оно так не работает. Все воздастся по заслугам, как говорится. И нас проверяли, насколько мы честны, насколько мы благородны, насколько мы человечны, понимаешь? Проверяла нас на это. Но это был год Сатурна.
планеты судьбы. А 25-й это такой вот у нас будет опыт кульминации этого цикла, завершающего цикла. И Марс, как ты помнишь, это ей соответствует красный цвет, да? Вот. И красный цвет это как огненный, да? Марс планета разрушений. И там уже не будет сантиментов таких, да, не будет жалости, не будет ляжьте в направлении духовного развития, делайте шаг к познанию себя, уговоров не будет. Все это было в 24 году, да. Здесь уже только будет нас, как говорится, получите, распишитесь, да. Вот вам рецепт, все, вот, поэтому... Марс красный цвет, огонь, очищение, избавление от таких иллюзий, трансформации. Они будут у каждого, будут особенные свои трансформации у каждого человека, потому что мы все находимся на разных, да, энергетических уровнях, на разных уровнях сознания, поэтому каждому будет по-разному. То, что это будет год кульминации, то, что будет подведение итогов, это бабки не ходи, как говорится. Вот. И будет очень будет бить по тому, что год избавления от привязанности. То, к чему мы будем как бы больше всего привязаны, нужно быть готовым, что то, что уходит, отпускать это. Быть к этому готовым, знаешь, не держаться. Потому что в 2025 году есть две двойки. Это сильные эмоции будут нами захлестывать нас. 0 это такое обнуление. Во многих сферах будет обнуляться, что-то будет теряться, да. И 5 это коммуникация, это дипломатия, это умение договариваться. То есть и это все будет такой симбиоз этого всего, который будет на нас влиять. Но это на самом деле будем как бы, сейчас мы говорим за общую, да, всю планету, потом мы поговорим, да, лично за каждого, потому что для планеты и для большинства людей, да, задача будет какая стоять? Отсекать зависимости и привязанности. То есть все, к чему мы привязываемся материально, ментально, эмоционально, да. Все у нас забирают. Ну, на это будет и проверочки просто у тебя, понимаешь? Что готов ты с этим расстаться, да? Как бы отпустить это. Зависимости, мы же все зависимы. Кто-то от еды, кто-то от людей, кто-то от информации, да? Кто-то от бесконечного обучения, при этом только поглощая, но не отдавая людям это, понимаешь? И вот на вот такие моменты будут и приходить тебе проверочки на твою готовность. И любая внешняя опора, да, а мы же как ищем ее, да, извне, мы не идем вовнутрь. Почему говорилось, идите, да, все ответы внутри нас, сила в нас самих, да, и все ответы в нас. Практикуйте, медитируйте, уединяйтесь в себя, в свою внутренность, слушайте свою душу, свое высшее я. Но кто не становился на этот путь духовности, еще есть время стать, понимаешь? Еще январь заложить как бы, да, такие фундамент этого всего, начало года, все-таки такой, как еще дают ли вам шанс, да, догнать, как бы, да, проснуться из спящего, перейти в режим хотя бы игрока, да, такого, в понимании, что все есть игра, и я еще могу наверстать, вот, пробудиться, потому что все вот эти привязанности будут подвергаться очень сильной такой чистке, будет все вести к тому, чтобы человек понял, что опора должна быть только на себя. Понимаешь как? То есть будут такие ситуации в жизни, да, происходить, чтобы человек понимал, что он сам для себя главная опора. И что материальные вещи или окружение нестабильны, понимаешь, что у них нет опоры, что вся опора и весь стержень внутри. И вот задача каждого, почему я говорила, как важно развивать чувственно-эмоциональную часть, да, чувствовать себя, свою интуицию, слушать внутреннее я свое, что я чувствую, что я хочу, понимаешь? Вот, поэтому это подводили нас к этому завершающему циклу 2025 года, потому что этот год заставит нас стать мудрецами,
переосмысление, переоценка очень сильно идет. Не просто осознание, а переосознание. Понимаешь, какой как бы квантовый скачок? То есть не просто я понял, да, там, эврика, а осознать и переосознать ценности, которые для тебя раньше были ценностями. И вот и еще очень важно войти в год Марса без обид и без претензий. Без обид и претензий на себя, свое тело, да, вот, потому что мы сами его выбрали, и если нам, спасибо, благодарю моему храму, моей там, кому как, машина, храм, аватар, да, тут можно очень много прикольных названий, но это не меняет, суть в том, что вы должны принять, полюбить свое тело. Если вы чем-то недовольны, то меняйте, да, меняйтесь вы и делайте к этому действие, и оно вам отблагодарит. Оно этого и ждет, оно это и показывает вам на самом деле, чтобы вы начали действовать и делать какие-то совсем другие шаги. Вот, поэтому без обид, без какого-либо затаенного на себя и других. Ну слушай, на себя в первую очередь, потому что обиды на себя отзеркаливает наше окружение. Оно же нам показывает, понимаешь? Если мы себя не любим, то как нас будет кто-то любить, понимаешь? Поэтому это тоже все взаимосвязано. И если мы не оставим эти обиды все и претензии, то вместо мудрости 25 года мы получим испытания, страдания, лишения, понимаешь, как бы, то есть, чтобы мы осознали, понимаешь, если мы не проходим эти уроки, как мы поймем? Только еще большим, понимаешь, еще большим погружением вниз, чтобы все-таки человек понял и оттолкнулся от дна. Он или оттолкнется, или вынырнет, или он пойдет на дно, понимаешь, как бы человек сам решает. 25-й год это вершина как для человечества, планеты в целом, так и для каждого отдельного человека. У него будет, для каждого конкретного человека его будет такой год трансформации, понимаешь. И здесь будет тоже очень важно слушать себя, а не то, что будет извне, да, в окружении. И тоже не поддаваться сильным эмоциям, все перечеркнуть, все бросить, а все-таки включать разумность, да, и критическое мышление, и задавать себе правильные вопросы, понимаешь? И тогда принимать решения. Не сгоряча такого, не рубить все гори сарай, гори хата, понимаешь? То есть все как это подходить разумно. Потому что, 2 двойки дают такие сильный эмоциональный всплеск на реакцию на какие-то события, которые будут происходить. Вот. Но есть рекомендации на 2025 год для большинства людей, так если в общем брать, кто не глубже не идет, да, и не познает, это настраиваться на свет, доброту, на оптимизм. Свет — это оптимизм, да, это вот на позитив такой, вот. И для многих это такое время заявить о себе, жить, соответственно, с законами Вселенной, да, понимать, что посеешь, что и пожнешь, да, что, как говорится, у нас, как говорится, от осинки не родятся апельсинки, от того, что семя посадил, да, то есть как бы, оно возрастет, но надо его тоже поливать. А чем поливать? Благими поступками, выполнять свое предназначение, следовать своей дхарме, да, вот. Научиться все-таки чувствовать и еще проговаривать свои чувства, эмоции, вот, как это важно, понимаешь, сначала чувствовать, потом подключать ощущения, это окрас, потом осознанность, да, подключать, это состояние свое какое-то, в которое ты находишься, а потом уже свою разумность, это логику, да, взвешивание, даже не ум, а разум, разумность. Потому что надо быть разумным, а не умным. Сильно умным, много обезьянок бегает, понимаешь, сильно активные они. Вот. Очиститься от вредных привычек, это наш практикум, зеленка, понимаешь? Очистить свое... Который показывает нам, что на самом деле нам не нужно так много всего, и что все наши
привязки, это всего лишь привязки, а на самом деле нам они не нужны. Да, да. Так как с моим кофе. Да, вот, очиститься как бы, да, от каких-то таких зависимостей, чистить себя физически, чистить себя ментально, эмоционально, стараться от вредных привычек, которые, ну, признать их, что они есть, это уже первый шаг, да, признать, принять и начинать избавляться от них. И желательно 2025 год таким сделать годом без алкоголя, да, таким сухим законом. Ну, в хорошем понимании, это правильно. Подвести выводы, да, своего 9 лет, потому что проанализировать, опять же таки, сравнивать только себя с самим собой 9-летней давности, да, оценить, какой рост у тебя был за эти годы, как ты поменялся, да, каким ты стал человеком, да, не то, какой достаток, да, а как ты поменялся внутренне, твое восприятие, твое состояние, потому что от твоего состояния зависит как бы твоя жизнь вообще, твое окружение, твоя реакция на события, которые происходят. Вот. И сравнивать сейчас себя с тем 9 лет назад, с тем, какие там у тебя происходили моменты, потому что на самом деле оно уже забывается. Мы забываем как плохое, так и хорошее, да? Поэтому проанализировать, как мы выросли, как изменились, понимаешь, как бы вот просмотреть. И мы должны быть очень в этом году смелыми, отважными в принятии решения, брать на себя ответственность, не входить в детскую позицию, а все-таки быть в позиции взрослого и принимать четкие решения. Потому что как в картах Таро, если брать, да, по аркану смотреть, 9 это высшая, как бы, да, высшая энергия уже. Это такое карта отшельника, мудреца. Но как в любом монете, да, как и в карте, есть и плюс, и минус. И темная сторона, и светлая сторона. И от нас зависит, да, по какой дорожке мы пойдем. Или же мы из минуса в плюс, понимая, да, это все, будем сами прилагать усилия, поднимать, да, эти энергии, или же мы пойдем по минусовой. Но рекомендации, которые, возможно, это простые вещи, но на самом деле действенные, потому что, как у любой планеты, есть предостережения, подсказки, а есть гармонизация. То есть, что мы можем делать, да, как такие мини-аскезы, да, какие действия можем делать, чтобы, ну, выровнять и поднять эти вибрации. И вот для Марса первая и самая такая важная, это огненная такая, да, планета, заниматься своим телом, да, но не только как бы здоровьем, да, вот очищать его, да, все, но и тренироваться. Физически тренироваться, тренировать такую выносливость, выдержку, силу. Почему, да, вот мы когда с тобой про дни недели обсуждали, что Марс классно заниматься физическим, ну, спортом, да, прогулки на свежем воздухе. И вот это помогает освободить, да, ту энергию, которая, ну, дать ей выплеск. Не застаиваться ей, понимаешь? И самое классное, это когда вы просыпаетесь и чувствуете, что у вас настроение не очень, в голове обезьянки бегают, да? Возьмите, поприседайте, сделайте лягушку 56, а лучше 108 раз, понимаешь? Ну, то есть надо такую себе поднять энергию, прокачать, выпустить та, которая застоялась, и поднять свою свежую энергию. И тогда и сознание ума чистится, и вам будет самим легче, и больше энергии появится. И, конечно же, проявлять терпение, да, и не спешить с выводами. То, о чем я тебе говорила, включать разумность, контролировать эмоции свои. Не рубить сгоряча, так сказать. От вредных привычек, что надо избавляться, мы проговорили, да, особенно от алкоголя. Вот. И использовать гармонизации, кроме физической активности, еще, конечно же, это красный цвет в одежде, в аксессуарах, да. Поэтому красные платья, красные перья. Мы со Светланой подготовились, красная помада. Вот. Ну и, конечно,
очень важно это укреплять свою духовную жизнь, это духовные практики, духовное развитие, вот, и связь, так сказать, с высшим я. И кто еще не на этом пути, станьте, не ждите, пока вас заставят. Лучше пойдите сами в познание, да, и развитие, как говорится. Но дисциплина обязательно будет, она тоже будет гармонизировать. Дисциплина – залог успеха, но это и есть любовь к себе, на самом деле, дисциплина, потому что мы находим и выделяем время для себя, да, этот фокус внимания. И как, проводя практику музеленка, я заметила, как многие, казалось бы, да, фокусируясь на этом, замечают и благодарят за то, что я им помогла направить этот фокус внимания, что на самом деле была иллюзия ложная, что они себе уделяют время. Понимаешь? А оказывается, да, не так они уделяют. И потому что еще, понимаешь, мы же находим кучу отговорок, у нас появляется выгулять собаку, отправить сообщение, у нас много-много извне, но оно всегда будет, понимаешь, всегда. А вот выделить себе время, это все-таки вот есть дисциплина, это и не лениться, понимаешь, не входить в состояние апатии такой, да, а все-таки быть активным. Вот, быть активным, и проверочки будут всегда на твою чистоту твоего намерения и на твою такую осознанность, понимаешь, проверять тебя. Вот. О, да. И поэтому... Это я знаю. Про уровни сознания. Давай вернемся сюда. Когда ты говорила про то, что каждому придет кто на каком уровне сознания. Ну смотри, как солнце светит всем одинаково, да? Вода в море тоже всем одинаковая температура, да? Также и планеты, да, циклы, планеты влияют, на всех, они одинаково, они выстраиваются, влияют, но то, как мы воспринимаем, зависит от нашего уровня сознания, уровня восприятия, на котором мы находимся. Потому что если мы на низких вибрациях, на низком энергетическом таком, на низких энергиях, да, на низких вибрациях, то и на нас оно будет влиять хуже в нашем понимании. Почему? Почему хуже? Почему мы на низких? Потому что мы всем недовольны, да? Мы ничего не хотим узнавать, познавать. Мы живем на таких, пользуемся только самыми низкими инстинктами. Это закрываем свои базовые потребности, да? Поел, поспал, на работу сходил, в туалет сходил, все, все. Люди, которые интересуются, познают, духовно развиваются, практикуют, да, в том направлении, этим всем, может, не регулярно, да, делают, то у них выше уровень вибрации, и на них, соответственно, уже будет по-другому влиять, потому что они будут воспринимать ситуации, да, которые у них происходят, уже с этой позиции, потому что у них есть, да, духовный аспект, и у них есть понимание, понимание закона Вселенной, понимание, как тебе за что, как говорится, прилетает и откуда. Вот. Люди на высоких вибрациях — это уже мастера, которые, регулярность, да, у них практик, у них есть уже наработанное благочестие, да, благость наработанная, то, что они своими мыслями, словами, действиями, они уже наработали какую-то, они это регулярно делают, они уже себя раз за разом поднимают, возвышают, да, и и держат на этом фокус внимания. И, соответственно, у них совсем будет все по волшебству, да, потому что у них даже и не будут ситуации плохие прилетать, понимаешь, о чем я? Потому что что излучаешь, то и получаешь, понимаешь? Вот. И так оно будет влиять, и так оно влияет на нас.